Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень воздушный сдобный кекс из дрожжевого теста, обильно пропитанный сиропом, который буквально тает во рту. Готовится он очень легко и из самых простых продуктов. Список всех ингредиентов вы сможете найти в описании под этим видео. Сначала нужно подготовить дрожжи. Добавляем к ним 1 столовую ложку теплой воды и хорошо перемешиваем, чтобы они полностью растворились. Я предпочитаю использовать сухие дрожжи, лично мне с ними удобнее работать. Если вы предпочитаете живые, то их понадобится в 2 раза больше. Дополнительно пропорции я пропишу под этим видео в описании. Дальше берем просеянную муку, добавляем сахар и немного перемешиваем. Затем добавляем наши подготовленные дрожжи и еще раз все перемешиваем. Теперь берем яйца и слегка взбиваем их вилкой. Дальше взбитые яйца необходимо добавить к мучной смеси. Лучше это сделать в 3-4 приема. Влили немного, перемешали лопаткой, вливаем следующую порцию. Когда лопаткой уже станет замешивать неудобно, начинаем мешать тесто руками, пока масса не станет однородной. Теперь добавляем теплое сливочное масло, щепотку соли и по желанию для аромата можно добавить немного ванилина, буквально на кончике ножа. После того, как добавили все ингредиенты, тесто нужно очень хорошо вымешать. На это уйдет не меньше 15 минут. Если у вас есть планетарный миксер, тесто можете вымешать прямо в нем. Готовое тесто будет достаточно липким, но эластичным. После этого его нужно переложить в чистую миску, предварительно смазав ее растительным маслом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 2,5-3 часа. Если у вас дома прохладно, то можете поставить тесто в духовку с включенным светом. За это время оно должно хорошо увеличиться примерно в 2 раза. Смотрите, как хорошо у меня поднялось тесто. После этого обминаем его буквально 1 минуту и перекладываем уже в форму для выпечки. Предварительно ее нужно смазать теплым сливочным маслом. Я использую силиконовую форму для кекса с отверстием посередине. Снова накрываем форму пищевой пленкой и убираем тесто в теплое место на 1-2 часа. У меня тесто постояло 1 час, уже хорошо увеличилось в объеме и теперь оно готово к выпечке. Снимаем пищевую пленку, разогреваем духовку до 200 градусов и ставим выпекаться на 8-10 минут, чтобы десерт слегка подрумянился и немножко поднялся. Затем необходимо снизить температуру до 180 градусов и уже довести его до готовности. На это уйдет примерно 5-8 минут. Готовность обязательно проверяйте зубочисткой. После этого достаем его из духовки, даем ему немного остыть и можно доставать из формы. Перекладываем на решетку и оставляем его до полного остывания. Пока наш бисквит остывает, приготовим сироп для пропитки. В сотейник вливаем воду, сахар и ром. В оригинальном рецепте нужно добавить 250 мл рома, но я решила добавить меньше, примерно 1 рюмку, буквально для легкого аромата. Если не хотите добавлять алкоголь, в описании я напишу вариант без алкогольной пропитки. И теперь на умеренном огне подогреваем сироп, пока сахар полностью не растворится. Если хотите добавить цитрусовую нотку, то можно добавить в сироп цедру лимона и достать ее, когда сироп будет уже готов. Готовый сироп переливаем в миску и даем ему полностью остыть. Мисочку можете взять побольше, чтобы сироп быстрее остывал. Остывший бисквит перекладываем в большую миску или глубокое блюдо для того, чтобы когда мы будем поливать его сиропом, ему было куда стекать. Дальше берем половник и начинаем поливать бисквит уже остывшим сиропом. Со всех сторон сироп не жалейте, равномерно распределяйте его по всей поверхности бисквита. После этого его нужно оставить на 5-10 минут, чтобы сироп хорошо впитался. Ну что, десерт готов, и теперь его можно украшать.
В оригинальном рецепте его украшают взбитыми сливками. Это классический вариант и получается действительно очень вкусно. Нежные сливки отлично дополняют вкус десерта. Но сегодня я решила поэкспериментировать и использовала белковую глазурь. И знаете, мне тоже очень понравился такой вариант. Вышло очень интересно и красиво. Сверху по желанию можно добавить украшения с ягодами или кусочками фруктов. В итоге получается в меру сладкий, очень нежный и буквально тающий во рту бисквит, хорошо пропитанный сладким сиропом. Бисквит получается достаточно влажным, но по желанию перед подачей его можно полить дополнительной порцией сиропа. Готовится такой десерт очень легко и из самых доступных продуктов, а с дрожжевым тестом справится даже новичок. Обязательно попробуйте этот рецепт, я уверена, вам очень понравится. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями. Также я буду очень благодарна, если в комментариях вы напишите свое мнение об этом видео. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам удачной готовки и приятного аппетита!